Представьте себе, 10 человек бредут куда-то зимой на Северном Урале, в местности, которую мы красочно описали в предыдущей части. Со стороны кажется, что это сплоченная группа, но нет, это разные характеры, амбиции и скрытые страхи. Как поведет себя руководитель в критической ситуации? Кто сделает шаг вперед, а кто отступит? Почему одни склонны рисковать ради коллектива, а другие пытаются спасти себя в первую очередь? В этой части мы раскроем характер участников группы Дятлова, посмотрим, кто являлся драйвером, а кто подстраивался под других. Почему это важно? Потому что любая туристская группа функционирует самостоятельно, изолированно и обособленно в самых сложных условиях рельефа и климата в районах, удаленных от населенных пунктов. И это вынуждает их рассчитывать только на свои силы и возможности. Вот почему к коллективу туристов предъявляются особые требования не только к физической и технической подготовке, но тщательному их подбору с учетом психологической совместимости. Среди равных по опыту претендентов предпочтение обычно отдается, во-первых, тем, кто обладает более уравновешенным характером и вписывается в коллектив, а во-вторых, интересным собеседникам, знатокам истории, литературы, искусства, тем, кто может стать полезным на отдыхе. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Начнем с того, что группа Дятлова формировалась, скажем, прямо со скрипом. По словам Бартоломея, впервые идея про поход на Северный Урал прозвучала на Алтае, где были Тибо, Слободин, Юдин и сам Бартоломей. Дятлов сказал: «Я хочу пойти на Тартен». Никто не знал, кроме него, где это. Дятлов убеждал товарищей, что там интересные места, и все загорелись. В принципе, этот костяк и пошел на Тартен, кроме Бартоломея. Тот отвалился. Но дело в том, что и сам Дятлов имел очень непростой характер. Ранее Бартоломей признавал его двойственность, что когда он был рядовым участником похода, то это замечательный товарищ, который готов идти на любые трудности и не оставит в беде. Но когда он переходил на позицию руководителя, то сразу ломался в характере, становился очень жестким, и такой командный стиль взаимоотношений с участниками нарушал микроклимат в коллективе. И однажды участники похода не вытерпели и высказали ему свои претензии, что дальше так нельзя. Дятлов на время притих, но как он вел себя в том трагическом походе, Бартоломей не берется что-то утверждать. А вот Брусницын заявляет, что первыми организаторами похода были Вишневский, Дубинина и Биенко. Но у них не заладилось, не хватало опыта организаторов, и они никак не могли укомплектоваться. Это продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся Дятлов. Он считался в секции самым опытным туристом, все сложные походы проходили обязательно под его руководством и всегда удачно, кроме одного – похода по Кавказу, все участники которого были недовольны ним как руководителем. В то время он несколько зазнался, да и люди подобрались не по характерам. То есть перед Дятловым стояла цель – собрать компромиссный для себя коллектив, который бы безусловно признавал его лидерство и не мотал ему нервы, так как один раз он уже обжегся. Но сложно было в том хаосе подбирать себе послушных, когда шла конкуренция за каждого участника. А Дятлов привлекал именно краткостью своего похода. Или за 15 дней заработать себе тройку, или за 25. Разница есть. Немало исследователей задавалось вопросом, если так все плохо начиналось, почему Дятлов не отменил этот поход? Здрасте. Они почти все там были пятикурсники. Неизвестно, как жизнь сложится дальше. Их разбросает по стране, а с работы не так легко отпроситься. А с другой стороны, удар по авторитету. Шумков собрал народ, Блинов. А к Дятлову что, никто не пошел? Это удар по больному самолюбию. Вот поэтому Дятлову и надо было доказать и всем, и самому себе, что люди за ним тянутся, что он авторитетный руководитель при всех его недостатках. Распространяться можно долго по этому вопросу, а Биенко в нескольких словах нам проиллюстрирует тот хаос. Его спросили, почему Колеватов там оказался, а не вместе с фистеховцами из группы Блинова. Они не очень были дружны? Биенко отвечает. Во-первых,
он с ними не дружил. Он их не знал. Дятловцы, когда собирались, Колеватов решил тоже пойти в поход. Я с ними собирался. И вот у нас команда и собиралась. Юдин, Дорошенко, Колмогорова. И мы Дятлова-то и пригласили. Начиналось-то с нас и Славка. Сашка Колеватов и примкнул ко мне. Мы просто заранее, задолго готовились. А потом я, когда хвостом вильнул, он там и остался. Чего переходить-то? То есть распадется группа. Я же с ними переговаривал, с Дятловым, приглашает заинтересованных в группу пойти. Если бы, а там-то у них уже комплект был. Он потом пригласил вот этого Златарева, и Слободин-то появился тоже из-за этого. Немножко ушли люди. А с Юрой-то Кривонищенко раньше договоренность была, что он пойдет, а эти-то двое появились уже поздно, Златарев и Слободин. Они попозднее появились, примкнули. Конец цитаты. Таким образом, Дятлов просто жаждал эту тройку сделать, и у него не было сомнений по этому поводу. Надо идти и точка, хоть бы с кем. И вот теперь мы подробнее посмотрим на тех, кто попал в его группу. По социальному положению Слободин, Кривонищенко, Дубинина и Колеватов – это дети и родственники ответственных товарищей. Рустем Слободин, его отец был заведующим кафедрой экономики Свердловского сельскохозяйственного института, заместитель директора по науке Уральского НИИ сельского хозяйства в Свердловске, жили в профессорском элитном доме, но Рустик, как его называли, был свойским парнем, абсолютно не зазнавался. Он был очень спортивным, кроме туризма еще и бегал на длинные дистанции. Также современники отмечали его немногословность. Юрий Кривонищенко. Его отец был генерал-майором и занимал должность начальника управления Уралэнергостроймеханизации. В 1949-м семья переехала в Свердловск, поселилась в центре в отдельной квартире. В 1957-м, как выпускник Уральского политехнического института, Кривонищенко прибыл в закрытый город Озерск, Челябинск 40, где строились новые корпуса химкомбината «Маяк». Юрия поселили в общежитие, и 22-летний юноша стал бригадиром подразделения, состоявшего из заключенных. А когда в Озерске произошла авария, известная как Кыштымская, ему пришлось на месте руководить работами по дезактивации, монтажу и демонтажу оборудования и непосредственно участвовать в этих мероприятиях в режиме аврала и секретности. Все это прекрасно, но Кривонищенко периодически проявлял замашки фрондера, то есть часто был чем-то недоволен. При этом обожал петь и писать стихи. Любимая песня «Я люблю тебя, жизнь». А в поэтических произведениях он костерил низкопоклонников перед Западом, стиляг всяких и хвалил романтику походов и красоты родного края. Характеристика от Блинова. Много шумит, но делает не очень много. Александр Колеватов, 24 года, то есть постарше остальных. Он из простой семьи, отец работал бухгалтером, а умер в 1944-м. Семье было очень тяжело, а мать получала пенсию по инвалидности из-за проблем со здоровьем. Но сестры Колеватова очень удачно устроились в жизни. Муж Нины, начальник КБ на Уралмаше и заводе имени Калинина, что позволило ей стать домохозяйкой. Вера заведовала кафедрой химии в машиностроительном институте, а Рима работала завучем в городской школе. Колеватов ходил с Дятловым в поход один раз, в 1959-м, но это был всего лишь зимний поход выходного дня на реку Чусовую. По сути, человек он в группе действительно случайный. Сохранились сведения о дарственной надписи на книге, которую Колеватов адресовал некой Валентине. Та вспоминала, что они ходили вместе в походы, где влюбленная девушка следовала за ним тенью, восхищалась его мужскими качествами и умением руководить командой. С другой стороны, Колеватов уже хлебнул всякого к 1959-му, цену себе знал, и его жизненный опыт плюс возраст позволяли ему к молодежи относиться несколько
надменно. У него даже выражение лица такое, как-то свысока и с грустинкой смотрит на этот мир. Зина так и отзывается о нем с опаской. Группа-то ничего, как только пойдем, не знаю, не будем ли ругаться, ведь с нами Колеватов. Как видим, одни девчонки его терпеть не могли, а другие обожали. Про Николая Тибо-Бриньоля мы рассказывали в предыдущей части, отец его репрессированный горный инженер, а все остальные участники пролетарско-крестьянского происхождения. Не то чтобы это неравенство создавало конфликт само по себе, нет, все советские студенты теоретически были как бы на равных, но отпечаток на поведение, естественно, это накладывало. А теперь об остальных подробнее. Семен Золотарев – самый дискуссионный персонаж. Фронтовик, 38-летний холостяк. Вот такой дядька в шляпе и смешными, закрученными вверх усами. Даем слово Согрину. Как-то в разгар подготовки нашего похода на Приполярный Урал ко мне подошел человек среднего возраста и сказал, что его зовут Семен Золотарев. Он профессиональный инструктор туризма и работает на турбазах ВЦСПС. Упомянул Красную Поляну на Кавказе, где тогда функционировала одна из лучших турбаз. Поскольку для работы в сфере планового туризма ему нужна была спортивная подготовка, то ему посоветовали обратиться ко мне для участия в походе 3-й категории трудности, что дало бы ему возможность оформить очередное спортивное звание. Будучи человеком общительным и энергичным, Семен был принят в наш коллектив. Я предложил ему жить у меня дома и активно включиться в подготовку нашего путешествия. Его участие устраивало и нас, так как наши организационные и тактические планы предусматривали участие в походе 9 человек, а нас оставалось 8. Через некоторое время Семен познакомился с туристами института, и его больше привлекло путешествие Дятлова. Золотарев относился к походу очень прагматично. Ему нужен был не интересный район, который он хотел бы увидеть, а маршрут 3-й категории. Мы планировали свой поход на 25 дней, а Игорь на 10 дней короче. Дятлов дал согласие на участие Золотарева в своей группе. Конец цитаты. Как видим, Золотарев даже жил у Согрина дома 3 дня, и тот ничего странного в нем не заметил. Та и Зиновьев его охарактеризовал как душа компании. Но бабу, в данном случае Марию Севастьяновну Будину, не проведешь, она сердцем видит. Это наш самый лаконичный, но ценный свидетель. В отличие от друзей дятловцев, она давала им более точную оценку, ничего не приукрашивала. Будина – это кладовщица лыжной базы УПИ в подвале 10-го студкорпуса. Она прямо спросила Золотарева: «Зачем ты идешь с ребятами? Ведь ты старый». На что тот возразил: «А тебе какое дело?» И далее всячески ее сторонился. Не пошел даже пить прощальный чай на турбазе и вообще боялся видеть ее. На самом деле, кому из молодящихся приятно, когда им на возраст намекают? Никому это не понравится. Как Золотарев уславливался с Дятловым, неведомо, знаем только, что его не хотели сначала брать, но за него вроде вписался Богомолов, который сам его плохо знал. Юдин потом утверждал, что проблем с Золотаревым не было никаких. Он постоянно шутил и объяснял, что ему нужен просто разряд, чтобы стать директором турбазы и побыстрее к матери свалить на Кубань в отпуск. На фотографиях с последнего маршрута Золотарев часто запечатлен рядом с Зиной. Некоторые исследователи считают, что не исключено, что решение своего семейного положения всерьез занимало его мысли. А люди, знавшие Семена, рассказывали, что он, будучи коммунистом, не являл собой образец морали для советского человека и характер имел скандальный. Совершал проступки, за которые простого смертного должны бы и выгнать из партии, и уволить с преподавательской должности. Но Семену Золотареву почему-то все сходило с рук. На Золотарева дятловеды вешают всех собак. Его насыщенная событиями биография это позволяет. Это естественно. Это дятловцы не успели обзавестись насыщенными биографиями, а Золотарев всего успел натворить за свои 38. Появился Золотарев в группе за 2 дня до отъезда.
Теперь о самом Дятлове поподробнее, потому что это все-таки руководитель похода. 23 года. Родился в Первоуральске, это 40 километров от Свердловска. Отец его работал механиком на заводе «Хромбик», а мать кассиром в клубе имени Ленина. Как мы упоминали, он считался надежным в походе, но очень упрямым, самонадеянным, настойчивым, болезненно самолюбив и не терпел, когда ему возражали. Некоторые его просто называли самодуром. При этом он забыл оставить маршрутный лист в спортклубе. Потом найдут в его записной книжке фотокарточку Зины, что многие расценят как то, что он ей тайно симпатизировал. Более точно я бы сказала иначе. Он имел на нее виды. Ценный свидетель наша Будина, тетя Маруся, поведала, что Дятлов заикался, оказывается, и был к тому же застенчив. Пока идет до двери, успевал договорить только одну фразу. Вот где собака порылась. Заикающийся, но самолюбивый руководитель похода – это уже внутренний конфликт. С одной стороны, потребность во всеобщем признании, а с другой – комплексы, которые мешают укреплять авторитет. Такие люди стремятся доказать себе и прочим, что достойны командовать, но в отсутствие природного таланта приходится компенсировать эту потребность контролем, давлением и принципиальностью. Отсюда следует, что Дятлов – это лидер функциональный, а не харизматичный. Поэтому и трудно было ему набрать группу. Он стал лидером через знание, компетентность, требование соблюдать дисциплину, а не через природную способность вдохновлять или вести за собой. В психологии таких людей называют лидерами-компенсаторами, которые требуют послушания, потому что они не чувствуют внутренней уверенности в своей власти. Дятлову не хватало той мягкой силы, которая позволяет управлять коллективом без принуждения. Поэтому он и стремился демонстрировать эту силу внешне, приказами и резкостью. Именно такая жесткая форма руководства создавала подсознательное напряжение в коллективе, особенно когда какие-то участники тоже обладают сильными характерами, как и случилось в том походе, о котором рассказал Бартоломей. Таким образом, делаем вывод. Дятлов в обычной жизни веселый, надежный товарищ, но как только он становился руководителем, сразу менялся. Становился резким, нетерпимым к возражениям. Он боялся потерять контроль и поэтому был не просто руководителем на маршруте, а доказывал собственную способность быть лидером. И в этом крылась его основная слабость. Юрий Дорошенко. Отец его умер за 5 лет до этого, мама осталась одна с 3 детьми, окончил школу золотой медалью и в 1955 поступил в Уральский политехнический институт. Когда устроился в студенческое общежитие, остальные члены семьи продали нажитое имущество и переехали в Казахстан. Цитируем его сестру Ирину Рашевскую. В Свердловске Юра жил очень скромно, многого не мог себе позволить, плохо одевался, иногда недоедал. Зимой на Урале холодно, а у него не было теплой одежды, ходил в чем придется. Мама кое-как справила ему пальто, отправила посылкой, но он его так ни разу и не надел. Когда пришла посылка, Юра уже был мертв. Конец цитаты. Вот эта нехватка денежных средств заставляла парня по вечерам и выходные дни подрабатывать на ЖД-станции, чтобы поддерживать материально и себя, и мать с 2 детьми. При всей своей бедности именно Дорошенко встречался с Зиной Колмогоровой на протяжении пары лет. Причем в свою семью он Зину не приводил, а где-то с осени их отношения расстроились по инициативе Дорошенко. При этом надо учесть, что Юрий был самый высокий в группе, 180 сантиметров, а Зина самая маленькая, 162 сантиметра. И весь этот коллектив дополняют 2 девушки, что внесло в него массу оттенков. И такая ремарка. Каким бы ни были все эти хлопцы, они всегда договорятся. Пацанячьи коллективы, они мелкие внутренние конфликты между собой решают быстро, побуцкаются в крайнем случае для порядка и дальше как ни в чем не бывало. Физическая активность и дружеские стусаны обычно понижают эмоциональное напряжение. Молодые люди воспринимают конфликт как временное препятствие, а не угрозу дружбе или команде. После короткого выяснения отношений все возвращается на свои места, как будто бы ничего не произошло.
Но когда появляются внешние факторы, например, девушки, то даже маленькие споры могут осложнить ситуацию. И в 1959-м туристы ясно осознавали этот момент. Как мы упоминали, была еще группа Анатолия Шумкова в 1959-м. У Шумкова было аж 6 девушек из 10 участников, рассказывает Владимиров. Итак, нас 10. Толя Шумков, Жора Клейн, Фая Абрамова и я учимся на 2-м курсе, а остальные – Слава Сердитых, Толя Бураков и 4 девицы с 4-го курса. Их мы знали не очень хорошо, они ходили в походы параллельно с нами и раньше нас. В общем, не новички в спорте и туризме. Конец цитаты. Но это был зимний поход 2-й категории сложности. Бурмантово, Чистоп, Северный 2 и назад в Ивдель. Все. А вот что говорит Фоменко о своем зимнем походе 1959-го. Нас было 7. Витя Афанасьев, Витя Солий, Вова Неговора, Ваня Мажара, Зина Селезнева, Жора, ужас, фамилию не помню, и я. И теперь внимание. На зимних тройках, в которых был и о которых знаю, было по одной девушке. Конец цитаты. Также мы будем не раз цитировать еще одного руководителя похода Бориса Гудкова, который летом 1956-го восходил на Тартен. Гудковцы перешли из Азии в Европу, сплавились по Печоре от ее верховьев, хотели побывать в местах, где до них не проходила ни одна группа. А вот покорять вершины они совсем не планировали. Да и на Тартен поднимались не все члены группы. У них была одна девушка, Наташа Рыкова. Вот как отзывается о ней сам Гудков. Наташа была своим парнем, носителем задорного комсомольского начала, но меня отпугивал в ней ощутимый налет вульгарности. Тогда я едва ли мог бы сформулировать это, но что-то все же мешало. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Таким образом, мы теперь понимаем, что группа Дятлова формировалась тяжело, с компромиссами и неожиданными решениями. Дятлов проигнорировал неписанное правило брать одну девушку в зимнюю тройку. Уже до похода в группе складывается хрупкое психологическое равновесие, от которого будет зависеть судьба всех участников. О девушках и их влиянии на коллектив будет следующая отдельная серия, где мы погрузимся в их внутренний мир и посмотрим, стали ли девушки ресурсом или проблемой для группы. А что бы вы сделали, будь вы на месте Дятлова и вам сказали: не рискуй, зачем тебе лишние проблемы в зимней тройке? Или Колмогорова, или Дубинина. Выбирай.